Владимир, здравствуйте, я вас вижу, вы уже к нам подключились. Да, здрасте, извините, небольшие технические сложности были, да. Ничего страшного, доброе утро вам, доброе утро всем, я успела только анонсировать вас. Я всех призываю, конечно же, ставить лайки, делиться этой трансляцией, подписываться на наш канал, если вы этого еще не сделали. Сегодня особое мнение политика Владимира Милова, и мы поговорим на самом деле о многих темах. Я думаю, что внешняя политика будет таким основным связующим звеном для всего того, о чем мы собираемся сегодня поговорить. И вот то, с чего я бы хотела начать, Трамп и Зеленский оба выступили и по-разному дали понять, что конфликт в Белом доме преодолен, и они готовы к новым переговорам. Вот Зеленский написал там соответствующий пост. Трамп сказал, что якобы он получил это письмом. Вот хотела вас спросить, вот по следам того, какой была последняя встреча в Белом доме Трампа и Зеленского, есть ли гарантия, что следующая будет продуктивной и принесет действительно какие-то плоды? Я бы не сказал, что конфликт преодолен. Более того, проблемы, которые сейчас есть между Соединенными Штатами и Украиной, они фундаментальные. Это не следствие того, что они чего-то там в Белом доме внезапно поспорили. Более того, они поспорили специально. То есть, это довольно очевидно, что президент Трамп и вице-президент Венс, они планировали устроить такую публичную атаку на Зеленского, чтобы обвинить его в срыве мирных переговоров, как вот они, собственно, это дело описывают. То есть, это не было случайной какой-то перепалкой, как это описывают. Это было специально подстроено для того, чтобы обвинить Зеленского. В подтверждение этого мы видим, что там идет набор очень синхронных действий по фактическому отключению Украины от широкой системы американской помощи. Речь о поставках оружия и о прекращении обмена разведданными. Очень важный и существенный момент для Украины был в том, что они получали данные разведки из США о действиях, передвижениях российских войск, российских атаках воздушных на Украину и так далее. Вот. Это все настолько быстро произошло, что, очевидно, это было подготовленным неким планом. Это не могло быть следствием того, что они там поссорились. Да, был в последние дни некий момент смягчения риторики, но я бы сказал, что только на каких-то первых подступах. То есть, высшие руководящие лица трамповской администрации от Зеленского требовали прям извинений за то, что произошло в Белом доме. Там извиняться не за что, и Зеленский, очевидно, это делать не стал, но он выступил с таким примирительным тредом в Твиттере, где сказал, что готов, тем не менее, к возобновлению диалога. И Трамп в последних своих выступлениях тоже так немножко помягче о Зеленском высказывался. Я бы не сказал, что это говорит о том, что между ними проблемы преодолены. Скорее, наоборот, мы видим очень быстрое действие администрации Трампа по практическому прекращению поддержки Украины. Здесь сложно что-то предсказывать, потому что вот некие американские официальные лица намекали, что это прекращение поддержки может быть временным и может возобновиться, но не очень понятно, что является условием этого. Вот как можно предположить из всего поведения администрации Трампа, они требуют возобновления участия Украины в переговорах с Путиным фактически на тех условиях, которые Украине надиктуют из Вашингтона. То есть, это, по сути дела, условия Москвы. Уже эти вещи были Трампом озвучены, что нужна заморозка конфликта по действующей линии с сохранением российской оккупации территорий, что нужен отказ Украины от вступления в НАТО и что не будет никаких американских войск на украинской территории. Вот Москва сейчас и отвергает, в принципе, любые другие войска стран НАТО. Таким образом, фактически Украине ставят ультиматум: либо вы принимаете условия Москвы, либо мы останавливаем вам всю военную и прочую помощь. Я бы считал, что вот это сейчас главное. То, что там происходит на фоне риторики, это второстепенная история. Основная история в том, что администрация Трампа жестко склоняет Украину к принятию какого-то не то что соглашения, пока соглашение даже не просматривается, а к вступлению в переговорный процесс, заведомо принимая условия Москвы. Вот чего Трамп от Украины добивается. Правильно ли я вас поняла, что вот эта постановочная ссора в Белом доме на самом деле была частью вот этого вот продуманного плана по давлению на Зеленского?
Думаю, что да. Еще раз, вот один из аргументов, почему я убежден, что это действительно такая постановка со стороны американской администрации. Я думаю, вы можете вспомнить огромное количество предыдущих переговоров на высшем уровне в Белом доме, в том числе, ну и с участием американского руководства. Такого никогда не было. Вот я обсуждаю это с широким кругом экспертов. Никто не может вспомнить, что было такое, что пришел вместе с президентом навстречу еще и вице-президент, который начал влезать в разговор. Перебивать. Перебивать не по рангу. То есть, разговаривают два руководителя государств, и влезает человек рангом ниже и начинает не просто перебивать, а достаточно жестко наезжать на собеседника, который равен по рангу американскому президенту. Такого не было. То есть, это впервые, это прецедентная история. И здесь вот сам факт тому, что это было позволено, вот это очевидное подтверждение, на мой взгляд, того, что это специально было так вот разыграно по нотам. Ну, а дальше здесь что? И еще раз мы видим, что весь план Трампа по так называемому миру в Украине, как он говорит, он сводился к тому, чтобы принять условия Путина. Потому что Трамп боится Путина. Я думаю, за почти 2 месяца его президентства это довольно уже очевидно. Он боится Путина, ему нечего противопоставить Путину. Он считает, что, принимая все условия Путина, он сможет добиться хотя бы какой-то видимости сделки, которую он может показать по телевизору, как вот, типа, я принес мир, дайте мне Нобелевскую премию. Поэтому в этой ситуации единственным вариантом действий, который Трамп выбирает, остается давить на слабую сторону, то есть на Украину, чтобы она приняла вот эти условия, которые и Трампу, и Путину нравятся. То есть, Трампу абсолютно плевать, будет Украина в НАТО или нет. Ему абсолютно плевать, потеряет Украина территории или восстановит над ними контроль. Он хочет продемонстрировать по телеку, что вот он миротворец, выиграл что-то, добился, подписал соглашение. Поэтому Трамп и Венс, они выбрали такой путь давить максимально на ослабленную войной Украину, чтобы, соответственно, вот склонить ее к принятию тех условий, которые диктует Москва. У нас достаточно быстро подключаются к нам в прямой эфир наши подписчики не только. Я напоминаю, что есть чат, куда вы можете писать, задавать какие-то вопросы. Стараюсь за ним следить, но очень насыщенная сегодня повестка. Не обещаю, что все, что вы спрашиваете, передам Владимиру, что-то может быть самое интересное. И, конечно же, напоминаю, что в описании к этому эфиру сказано, как нас можно поддержать. Это безопасно, мы не иноагенты. Это можно сделать из России, это можно сделать из-за рубежа. Каждый новый эфир с новыми интересными, любимыми вами, редкими или частыми гостями мы делаем только благодаря вашей поддержке и только при помощи нее. Да, вот продолжая ту же самую тему, продолжая этот разговор, мы сейчас говорим про потенциальную встречу Зеленского и Трампа. Встреча эта не будет касаться мирного соглашения, встреча это будет касаться сделки по редкоземельным металлам. Вот как на ваш взгляд, какое вообще политическое значение она имеет? Ведь там нет никаких гарантий безопасности, там нет никаких условий мира, ничего, это чисто экономическая сделка. Почему она сейчас важна? Да, действительно, вот это самый такой главный вопрос. То есть, для текущей ситуации, связанной с войной, ситуации на фронте, возможных каких-то разговоров о перемирии, эта сделка не дает вообще ничего. Вот это парадоксальный такой момент, что ее педалирует администрация Трампа, и все время она обсуждается в контексте какого-то возможного мира. Но для мира эта сделка не дает ничего. То есть, по сути дела, вот формат этой сделки такой, что Трамп заставляет в нарушении прошлых обязательств Соединенных Штатов, он заставляет фактически Украину заплатить за заранее оказанную прошлую помощь какими-то будущими доходами от добычи природных ресурсов. Да? Вот. К войне, к перемирию, к переговорам это все не имеет никакого отношения. И Соединенные Штаты уже довольно ясно дали понять, что в рамках этой сделки они не хотят давать никаких новых обязательств, вообще никаких. Ни по военной помощи, никаких бы то ни было других. Трамп именно в таком духе и высказывается, что мы рассматриваем эту сделку как компенсацию за уже помощь, вот, которая была оказана в прошлые периоды. И поэтому я считаю, что вот подписание этой сделки оно никак не влияет на развитие именно ситуации с войной, с переговорами.
Украина, мне кажется, надеется на то, что если она задобрит Трампа вот подписанием этой сделки, ну, находясь в такой безвыходной ситуации, то, может быть, она сможет вот сказать, ну, вот видите, вот мы вот подписали с вами такой договор, да, мы вам отдаем какие-то наши ресурсы, может быть, вы возобновите помощь. Да? Но, учитывая, как себя Трамп и его администрация ведет, я бы сильно на это не рассчитывал. То есть, фактически, смысл этой сделки для Украины разваливается. И, честно сказать, мне вообще непонятно, зачем она нужна. Тем более, что даже если говорить о ресурсах, это сделка о будущих периодах. То есть, она изначально в первой редакции она касалась доходов от сегодняшней разработки каких-то украинских месторождений полезных ископаемых. Сейчас там так сформулировано, хотя тоже там вот открывается огромное поле для трактовок, да, что только будущие доходы от разработки каких-то в будущем месторождений. То есть, это, в принципе, сделка о воздухе, потому что ну, никто в Украину, пока там идет война, нормальные инвесторы серьезно вкладываться в разработку каких-то промышленных проектов туда не будут. Да? Вот. Поэтому эта сделка вообще непонятно о чем, непонятно, зачем она нужна. Она утратила свой первоначальный смысл, потому что, когда эта постановка вопроса возникла, то речь шла о том, что США продолжат помощь в обмен на то, что Украина отдаст какие-то свои там минералы. Да? Но сейчас так этот вопрос вообще не стоит. И это все, естественно, вот повисает в воздухе. Непонятно, зачем это надо. Можно предположить, что есть некий закулисный шантаж. Допустим, если вы не согласитесь, Украина, не согласитесь на эту сделку, то мы не возобновим военную помощь. Или мы не пойдем на уступки в каких-то дальнейших мирных переговорах. Предполагаете ли вы такое? Да, так это и идет. То есть, это, они неформально это дают понятие, это говорится. Американцы говорят это. Но говорят, но подписываться отказываются. То есть, ну, это такой классический как бы бандитский развод. Ну, давайте прямо называть вещи своими именами. Что вы сначала отдайте нам что-то ценное, а мы потом, может быть, окажем вам протекцию или что-то вам сделаем, но подписываться под этими обязательствами не будем. Ну, то есть, конечно, Украине невыгодно, в принципе, продолжать сейчас переговоры по этой сделке. Ну, вот не знаю, они в очень сложной ситуации находятся, поэтому я думаю, что, конечно, украинское руководство будет пытаться с Америкой налаживать какое-то взаимодействие, может, и сделку подпишет. Их к этому склоняют и европейские партнеры, которые вот против того, чтобы Украина достаточно жестко вот занимала позицию в отношении Америки, да, настаивают на том, чтобы Зеленский пытался найти какие-то подходы к Трампу. Поэтому, скорее всего, какая-то возня по этой сделке продолжится. Украина будет предлагать ее подписать. Возможно, они ее даже подпишут. Как это повлияет на ситуацию с развитием войны и с американской помощью? Да никак. Пока вот видно, что в разных версиях этой сделки, в череде событий последнего времени, Трамп очень жестко отказывается давать какие бы то ни было обязательства по продолжению военной помощи, и это все вилами на воде писано. То есть, вот я бы здесь жестко это разделил. Сделка – это одно, возобновление помощи – это другое. Каких-то конкретных обязательств на эту тему Америка явно давать не хочет. Ходим вокруг самого главного. Все-таки задам этот вопрос. Разделилась, я думаю, еще с переговоров в Эр-Рияде, и разделилось мнение экспертов, и большинство все-таки склонились к тому, по крайней мере, те, кого я слушаю, те, кому я доверяю, склонились к тому, что, ну, на самом деле, процессы, которые сейчас идут, ни к какому миру привести не могут просто логически, потому что то, что нужно России, и то, что нужно Украине, это две крайне противоположные вещи. Вот как вы думаете, на чьей вы стороне? Вы думаете, мир сейчас возможен и при каких условиях? Конечно, невозможен. То есть, какие-то такие разговоры шли до того, как Трамп вступил в должность президента, и до того, как стало понятно, что он, собственно, будет делать. Тогда было очень много спекуляций, было вот это вот там обсуждение такой концепции «мир через силу», «peace through strength», да, когда, значит, вот Трамп вроде как должен был Путину показать нечто вот страшное, что он ему сделает, если Путин не пойдет на мирные переговоры. Но это все оказалось мыльным пузырем. По сути, сейчас, спустя вот 6 недель президентства Трампа, вырисовываются очень четкие контуры, как администрация Трампа хочет себя вести. Она хочет, по сути, принимать полностью условия Путина. И, конечно, на таких условиях мир невозможен, потому что Путин и не скрывает
продолжение своих воинственных, агрессивных геополитических намерений. Мы, собственно, могли это слышать и в его личной риторике, и в риторике вот его какого-то ближайшего окружения, которые выступали публично в последнее время, там от Медведева до Пескова, до представителей МИДа. Все, вот такая подача со стороны Трампа, что мы готовы вести переговоры, принимая все ваши кремлевские условия, она, наоборот, Кремль раззадорила таким образом, что они выдвигают фактически новые требования теперь. То есть, они требуют, чтобы войска НАТО были отведены за периметр 90-го года. Вот эта тема, которая обсуждается активно с присутствием европейских войск на неоккупированной части Украины, Москва ее категорически отвергает. То есть, вот уже, в принципе, знаете, если хотите, вот по одному простому критерию, все вот эти предположения и пересуды о якобы мире можно выбросить в мусорную корзину. Почему? Потому что сейчас основной гарантией безопасности от дальнейшего нападения на территорию Украины вот сейчас рассматривается присутствие европейских войск на украинской территории. Москва это категорически отвергает в принципе. То есть, Москва говорит, что мы не согласимся ни на каких условиях на такое. То есть, это базовая вещь, которая говорит о том, что весь процесс разваливается, потому что, конечно же, без гарантии безопасности Украины, хотя бы каких-то, без гарантии того, что будет Путин продолжать агрессию, это все не имеет смысла. Вот сейчас более или менее все вышли на то, что такой гарантией может быть присутствие некого контингента европейских войск в Украине. Да. Москва это категорически отвергает. То есть, здесь вопрос, там, даже близко каких-то признаков сближения нет, позиции сторон полярно противоположны. Да? Поэтому, конечно, пока что не вырисовывается в принципе никакого мирного соглашения, но Трампу не это надо. Трампу нужен не мир. Трампу нужно отчитаться по Fox News перед своими мага-избирателями, что вот он выполнил свое предвыборное обещание и убрал тему войны в Украине из новостей. Вот что он хочет сделать, поэтому он готов принять любые условия Путина. И будет ли это реальным, прочным, долгосрочным миром, его это не интересует. Если там потом возобновятся какие-то боевые действия, он опять обвинит в этом Байдена, Обаму, там, я не знаю, Джимми Картера, Кеннеди, там, кого он еще вспомнит. Понятно. Если мир невозможен, возможна ли война? Потому что я, готовясь к этому эфиру, смотрела то, что вы говорили на этот счет, и одно из ваших высказываний мне запало в душу о том, что Россия, что не только Украина находится под большой угрозой из-за прекращения поставок оружия, но и Россия, вы говорили, в 2005 году будет на грани исчерпания своих ресурсов. Вот не могли бы вы это объяснить и сказать, а как дальше тогда собираются эти две страны воевать? В 2025-м. Да, все верно. Мы признаки исчерпания этих ресурсов видим уже очень серьезные. И вот вы могли видеть, например, публикации, аналитику о том, что в последние недели и месяцы резко снизилась интенсивность продвижения российских войск на фронте. Да. То есть, она была на пике в ноябре. С тех пор продвижение, которое продолжается, но интенсивность его упала в разы. Мы видим очень серьезное истощение и с точки зрения живой силы, и с точки зрения финансовых ресурсов, и с точки зрения вооружений боевой техники. Восполнение потерь, например, боевой техники на фронте не происходит. То есть, российская промышленность не может это обеспечить, и советские склады уже пустые, там брать нечего. Поэтому, в принципе, вот, что касается финансов, то сейчас вот буквально ждем в ближайшие дни или, может быть, часы информацию Минфина о дефиците федерального бюджета по итогам января-февраля. Но только в январе вот за первый месяц он составил почти 2 триллиона рублей, или в 1,5 раза выше всего планового дефицита на этот год. Ну, понятно, что это прежде всего авансы и прежде всего Минобороны, но и ситуация как-то она, может быть, чуть-чуть стабилизируется. Но, с другой стороны, от больших дефицитов им никуда не уйти. Вот вчера замминистра финансов Колычев признал, что скорее всего, дефицит 2025 года будет заметно выше плана, как, в общем-то, это и предполагалось. То есть, у них не остается свободных денег для того, чтобы финансировать войну. Фонд национального благосостояния у них почти закончился.
занимать на рынке при таких ставках, они занимают деньги через облигацию УФЗ, но нетто-привлечение у них примерно равно нулю, потому что очень высокие проценты. Они выплачивают по долгу примерно столько же, сколько привлекают с рынка. Да? То есть, где взять денег на продолжение войны – это большой вопрос. Мы видим такие симптомы, например, что впервые вот с начала полномасштабного вторжения в Самарской области сократили выплаты за подписание контракта с Минобороны. Я думаю, что это сейчас охватит как эффект домино все остальные регионы, потому что больше нет денег на такие безумные выплаты. Мы видим явно... Все это готовилось к тому, чтобы захватить как можно больше территорий перед приходом Трампа, чтобы усилить позиции Путина на переговорах. Но все это сейчас выдохлось. То есть, у России есть, конечно, очень-очень серьезные проблемы. Что может Путину помочь? Вот эти вот действия Трампа по прекращению американской военной помощи и прекращению обмена разведданными с Украиной. Потому что повысится эффективность ракетных дроновых ударов, понизится эффективность украинского ответа и в том числе ракетных ударов по российским военным позициям. То есть, условно говоря, мы вернемся в ситуацию, там, скажем, середины 2022 года в этом плане. Это не значит, что Украина там фронт обвалится. Или... Она в состоянии сейчас большинство вооружений, которые Украина использует, они производят сами. США где-то отвечала там за 20-25%. В принципе, Украина сможет продолжать сопротивляться. Но резко повысится вот разрушительная сила путинских воздушных ударов из-за проблем с системой ПВО, из-за прекращения американской помощи. И резко снизится возможность Украины бить по российским военным объектам в тылу. Вот это главное, что сдерживало российское наступление. Поэтому, да, у Путина есть очень серьезные проблемы с истощением самых разных ресурсов, человеческих, производственных и финансовых. Но вот действия администрации Трампа – это такая вот неожиданная подача, которая может, в принципе, здесь открыть. Но если не второе дыхание, то новую возможность для того, чтобы интенсифицировать войну. И мы видим, что вот обстрелы в последнее время были очень серьезные, одни из рекордных, и, вероятно, Путин такой возможностью будет пользоваться. Угу. Понимаю, но я понимаю, что не любят эксперты и политики делать какие-то прогнозы, но все-таки вы говорите о восстановлении военных возможностей, появлении новых военных возможностей у России вот с принятием всех этих решений Трампом. Но, тем не менее, это же все исчерпаемый ресурс. Вы сами сказали про ограничение выплат, вы говорили о каких-то других экономических, о дефиците, в конце концов. Вот надолго ли хватит вот этого вот нового толчка, новых ресурсов России? Долго ли она сможет вообще, по вашим прогнозам, продолжать войну? Нет, не сможет долго продолжать войну. Вопрос в характере войны. То есть, вот этого масштабного фронтального наступления по самым разным участкам фронта, которые мы видели, например, в конце 2024 года, Путин в ближайшее время вряд ли себе сможет позволить. У него очень большие проблемы и с живой силой, и с техникой для того, чтобы наступать. Да? То есть, это будет, по сути, более или менее замороженная линия фронта с отдельными какими-то российскими попытками продвигаться. То здесь, то там. Какого-то фронтального наступления, масштабных наступательных операций Путин себе позволить не сможет. Но вот какие два дополнительных преимущества... То есть, все переходит в стадию такой позиционной войны. Да? И каких-то прорывов здесь вот ждать в 2025 году не стоит. И я думаю, что мы будем видеть все большее замедление вот этого российского наступления из-за исчерпания ресурсов, о котором я говорил. Какие преимущества Путин получает из-за новых действий и решений Трампа? Он сможет более уверенно бомбить Украину. Мы видим, что в последние годы Украина, по сути дела, перехватывала большую часть ракет и дронов, выпущенных по своей территории. Сейчас, к сожалению, интенсивность этих ударов повысится, а работа ПВО ухудшится из-за прекращения американской помощи. То есть, вот, например, там противоракет к системам Patriot у них осталось, говорят, вот на несколько недель. Мы не знаем точно, но, скорее всего, вот это исчерпание наступит. Да.
Это значит, что то есть Россия наступать фронтально вот так не сможет, но будет интенсивнее Украину обстреливать и с большей результативностью, потому что защищаться Украины будет возможности меньше. Дальше Россия сможет эффективнее осуществлять операции из тыла, потому что сейчас российский тыл простреливаемый. Если американцы, например, сделают так, что Украина больше не сможет пользоваться дальнобойными ракетами, хаймерсами или атакамсами, да, то Россия сможет эффективнее перегруппировать ресурсы в тылу для каких-то новых ударов, для артиллерийских обстрелов там, и так далее. То есть, как это скажется, вот если вы хотите прогноз, то как это скажется на характере войны? Война превратится в позиционную. Возможностей наступать широким фронтом у Путина не будет из-за истощения ресурсов. Но он интенсифицирует обстрелы. Ракетные, дроновые, артиллерийские. И Украине будет сложнее этому противостоять. Потому что нет противовоздушной обороны, нет дальнобойных ракет, нет данных разведки и так далее. То есть, линия заморозится, но последствия для Украины с точки зрения жертв и разрушений будут сильнее, потому что защищаться ей вот будет меньше, чем из-за прекращения американской помощи. То есть, война станет менее динамичной, но более жестокой. Вот я думаю, что из-за действий Трампа ожидать стоит вот такого сценария. Я еще вернусь к экономическим вопросам, касающимся России. Пока мы не ушли от внешней политики, хотела поговорить с вами про роль Европы. На сегодня запланирован саммит лидеров ЕС, на котором будут обсуждать Украину, гарантии безопасности, вот все, о чем мы с вами сейчас говорим. Давайте так, что вы ждете от него, скажем так, идеальный и реалистичный вариант? Вот хотела попросить вас представить. Ну, Европа уже, в принципе, обозначила, что она будет делать, и это довольно впечатляюще. То есть, вот президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с вот этим большим планом Rearm Europe, где она обозначила конкретные источники финансирования для серьезного перевооружения Европы и оказания военной помощи Украине. Выступили представители вот новой приходящей к власти в Германии коалиции из ХДС и СДПГ. Вот они провели совместную пресс-конференцию. Фридрих Мерц и сопредседатель СДПГ Клингбейл, да, они объявили о том, что они объявляют 500-миллиардный план по перевооружению Бундесвера и развитию немецкой инфраструктуры, поддержке экономики, и что они, вот это то, что давно ждали рынки, что Германия снизит жесткость своего вот этого долгового порога, который Германия может занимать много денег на рынке, потому что это надежный заемщик, и рынки будут рады германскому правительству дать в долг. Собственно, так все нормальные правительства и делают, когда есть какие-то экономические проблемы. Они занимают для того, чтобы дать какой-то стимул там, развитию отдельных секторов или в целом поддержке экономики, в данном случае перевооружению. Да. Но у Германии был вот этот искусственный долговой порог. Да, и, как мы видим на примере Германии и США, это плохая вещь, которая мешает, сдерживает маневр для борьбы с кризисными ситуациями. Вот я надеюсь, что в новом Бундестаге они этот порог отменят. Таким образом, планы объявлены довольно масштабные, и денег найти есть где. Это очень большие суммы. То есть, вот 800 миллиардов евро – это план, который объявила фон дер Ляйен. Это сопоставимо с антиковидным фондом. А это был беспрецедентный фонд поддержки экономики в очень сложной ситуации вот пандемии. 4 года назад. Да? Таким образом, масштабы серьезные. Более того, Европа уже вышла на очень высокие темпы наращивания военного производства. Например, вот по натовским данным, рост военных заказов в странах НАТО без учета США, то есть это Европа плюс Канада, 37% в годовом выражении был в прошлом году. То есть, здесь темп такой уже набран серьезный, и вот эти новые деньги, они заработают не когда-то там через 10 лет, а это вот уже сейчас пойдет в
уже такие разработанные планы военных компаний, которые, можете просто погуглить, это легко гуглится в новостях, они все уже реализуют масштабные программы увеличения производства вооружений. То есть, Европа пошла по правильному пути. Я думаю, что, конечно, два бриллианта в этой оправе были бы, если бы они решили это сегодня. Хотя уже так осторожно надеюсь на это. Да? Первое, конечно, это нужно объявить о том, что Европа будет создавать свой военный союз. Потому что надеяться на Соединенные Штаты уже, мне кажется, это понятно, что это бесперспективное дело. European Defense Union, пора двигаться в этом направлении. И второе, конечно, надо набраться политического мужества и изъять вот эти замороженные российские активы, которые в основном находятся в Бельгии, и передать их Украине на вооружение украинской армии, на восстановление украинской экономики, инфраструктуры, разрушенной войной там, и так далее. Вот если Европа сделает вот эти две вещи, то это будет такой, на мой взгляд, окончательный гвоздь в крышку гроба вот всех этих разговоров о том, что Европа ничего не может, что она слабая там, и так далее. Она покажет таким образом свою силу. Ну вот посмотрим. В принципе, они уже объявили такие очень-очень серьезные меры, как раз то, что нужно в этой ситуации. Вот. И надо сказать, что довольно решительно действуют вопреки той культуре принятия решений, которая там сложилась. Вы знаете, когда все обсуждается долго, там ищется консенсус. Когда надо, зашевелились. То есть, признаки хорошие. Хотелось бы, конечно, еще вот таких фундаментальных решений, как оборонный союз и изъятие российских активов. Объясните, пожалуйста, почему это поможет изменить ситуацию? Вы этого не говорили, возможно, я сейчас придумала за вас. Я вижу это так, что Европа сейчас нарастит военные мощности и поможет закрыть ту дыру, которая образуется после прекращения поставок США. И поможет Украине оставаться на том же положении, на тех же позициях, что она и была. Это не приблизит мир, это не повлияет на переговорный процесс. Это, это будет красивым жестом от Европы, который не изменит в корне ситуацию. Может ли Европа сделать что-то такое, что ситуацию изменит? Я как раз думаю, что это изменит ситуацию в корне, потому что давайте вернемся к началу нашего разговора, когда мы обсуждали, там, будет ли мир, куда идут там, так называемые переговоры и так далее. Мне кажется, что мир в Украине может наступить только в одном случае. Если Путин увидит, что дальнейшее наступление бесполезно. Вот сейчас Путин продолжает активно наступать, потому что он видит какую-то перспективу для себя. Да, у него ресурсы очень сильно исчерпаны, но он считает, что ему поможет Трамп принуждением Украины к невыгодным для нее решениям и тем, что кинет Европу. США фактически устранится от обеспечения безопасности Европы. Вот Путин рассчитывает на поддержку Трампа. Еще то, на что Путин рассчитывает, это то, что Европа будет слабой и сама сопротивляться ему и поддерживать Украину не сможет. Поэтому Путин продолжает, он так агрессивно демонстрирует, что он готов продолжать дальше эту агрессию, потому что считает, что вот этот его план из 2 пунктов сработает. Трамп пойдет ему на уступки, а Европа развалится под грузом собственной неэффективности и неспособности что-то делать. Да? Если Европа здесь покажет, что нет, мы не только можем тебе, товарищ Путин, сопротивляться, но и можем новыми мерами переломить ситуацию в пользу Украины. Я думаю, что это прямой путь к тому, чтобы действительно появилась перспектива мира на горизонте, хотя бы какого-то прочного перемирия с гарантиями безопасности для Украины, если Европа покажет силу. Если Путин поймет, что дальнейшее продолжение агрессии бесперспективно и бессмысленно, есть кто-то, кто будет ему сопротивляться. Да? Вот это единственный путь к миру, показать Путину силу. Это, собственно, вот если там отмотать на 2 месяца назад, это то, что большое количество комментаторов говорило, предполагая, как будет действовать Трамп. Что Трамп, кроме того, что Путину все сдаст, он еще покажет ему какой-то кулак, что если ты не будешь соглашаться на мои условия, я тебе там долбану. Да? Вот этот кулак Путину никто не показал. Мы видим, что он становится наглее. Вот его нужно показать. Чтобы наступил мир, нужно показать Путину кулак. Это то, что Европа делает сейчас. Да? Дорога к миру, да, она будет чуть дольше, чем многие надеялись, но это зависит не от Европы.
не от Украины, не от нас с вами. Это зависит от поведения Путина, которому надо показать силу. И вот, собственно, это то, что Европа сейчас делает. Пока что Путин не демонстрирует никакого желания интенсивность войны снижать. Единственное, что его сдерживает, это ограничения по ресурсам. Да? Ему надо показать, что Европа готова выигрывать эту войну у него в долгую и сейчас получит перед ним серьезное военное преимущество. Вот это единственное, что может остановить Путина и привести в итоге к миру. Еще один важный вопрос. Открыла сейчас цифры, чтобы не ошибиться. В Германии в конце февраля прошел опрос, который показал, что почти половина немцев не хотят, чтобы будущее правительство оказывало Киеву военную поддержку. Неужели в демократической Европе это не повлияет на решение германских властей? В Германии состоялись выборы. И мандат очень четкий, то есть здесь как бы вопросов нет. Умеренные такие проевропейские демократические мейнстримные силы, которые выступают за поддержку Украины, получили убедительное большинство на этих выборах. Убедительное большинство. И здесь, кроме того, что ХДС и СДПГ хватает мандатов на правительственную коалицию, там еще есть большая фракция зеленых в Бундестаге, которая тоже выступает за поддержку Украины. Здесь вопрос довольно очевидный. Что касается опросов, то мы с вами видели за все эти годы, что общественное мнение часто меняется под давлением самых разных обстоятельств. И понятно, что усталость от войны, безусловно, есть. Понятно, что там многие люди считают, что это слишком затянулось и каких-то перспектив не видят. Но я уверен, что новое правительство, которое избрано демократическим путем, у которого есть такой неоспоримый мандат на проведение своей политики, оно сможет избирателям объяснить, почему и зачем это надо, это в итоге поддержку получит. Тем более, что, знаете, вот была проблема, связанная с тем, что канцлер Олаф Шольц, уходящий, он, заигрывая вот с этими такими как бы пацифистской частью избирателя, постоянно вот эту риторику повторял, что нам не нужно эскалации там, и так далее. Да? И если новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем будет более правильно коммуницировать и объяснять, зачем это надо, то я уверен, что и поддержка вырастет. Более того, знаете, какая тут есть такой большой слон в комнате. Это касается и Германии, и Франции, и многих западноевропейских стран. Там очень сильные антиамериканские настроения везде. И среди немцев, и среди французов. Американцев не очень любят. И вот сейчас очень хороший момент такой сказать, видите, как они себя ведут? Америка перестает быть лидером свободного мира и фактически устраняется от обеспечения безопасности на нашем континенте. Нам может из-за этого угрожать война с Путиным. Мы должны здесь вот этот вакуум заполнить и гораздо более серьезное внимание уделить и собственной безопасности, и поддержке Украины, которая на передовом крае Европу защищает. Я думаю, что на волне этих антиамериканских настроений вот это общественное мнение может сильно качнуться в сторону поддержки перевооружения Европы. Тем более вы видите, что их уже можно пощупать. Вот посмотрите, как у Теслы упали продажи в Европе, и прежде всего в той же Германии в феврале на 76%. Да? Поэтому я думаю, что если Фридрих Мерц будет правильно использовать вот эти настроения и скажет, Америка ушла, а нам надо теперь самим, общественное мнение сильно качнется здесь в нужную сторону. Улыбаюсь, потому что очень иронично. Раньше это работало наоборот. Та часть европейского общества, которая выступала против Америки, не хотела поддерживать Америку, не хотела идти у нее на поводу, говорили о том, что нужно поддерживать Путина. Будет интересно, если это качнется в другую сторону и сработает, наоборот, на пользу Украине. Да, я обещала вернуться к российской экономике. Такой немножко дилетантский вопрос, но я думаю, что это откликнется нашим слушателям.
Мы с вами говорили про упадок. Тем не менее, если мы сейчас откроем, или любой из наших зрителей откроет новости, он увидит то, что рубль укрепляется, он увидит то, что санкции, возможно, отменят, он видит то, что вот эти вот слухи бесконечные о возвращении американских компаний на российский рынок. Что происходит? Действительно ли Трамп помогает российской экономике? Или не помогает? Или это иллюзия? Объясните, пожалуйста. Ну, рубль уже не так уж и укрепляется. Вот я сейчас утром встал, посмотрел, он опять больше 90 рублей за доллар, хотя был там 86 еще некоторое время назад. То есть, очевидно, что произошло такое переукрепление на эмоциональных настроениях и ожиданиях, что Трамп придет сейчас нам и все проблемы пофиксит. Смотрите, там есть такие фундаментально два разных процесса. Один процесс – это вот этот резкий оптимизм, связанный с надеждами, что Трамп спасет российскую экономику, там отменит санкции и так далее. Вы видите, как выросла Мосбиржа, как укрепился рубль и в целом какие оптимистичные настроения царят среди инвесторов. С другой стороны, вот этот поток такой базовой статистики о том, как функционирует российская экономика, она прям очень плохая. И становится только хуже. Например, по январю и февралю очень серьезные данные о замедлении экономической активности. Рост промышленности в январе был всего 2%, самый низкий за 2 года, с марта 2023. И если учесть, что там военные отрасли растут процентов на 30%, то вот эти два, они, учитывая как бы гражданку, они превращаются в ноль, если смотреть на все, что с войной не связано. Военные отрасли поддерживаются только бюджетными деньгами, которые заканчиваются. То есть, дефициты бюджета не удается удержать под контролем, никаким способом не удается бюджет пополнить. Более того, сокращение экономической активности, вот это вот замедление экономики, оно даст сокращение поступления налогов в бюджет. То есть, бюджетная дырка будет еще выше. С ценой на нефть вы тоже видите, что происходит, и в том числе работают, например, вот те самые январские санкции, которые успела ввести администрация Байдена. Почему я цитировал замминистра финансов, который вот начал жаловаться, что не удастся дефицит бюджета в этом году удержать в плановых рамках? Потому что цена на нефть сильно отстает от того, что они в бюджет заложили. У них там должен был быть Urals по $70 за баррель. Он сейчас в лучшем случае 60 или меньше. То есть, денег им не хватает. Не хватает денег, нечем будет финансировать военную промышленность, все остальное не растет, все уже ушло в ноль. При этом инфляция остается высокой, сейчас в марте достигнет уровня практически 11% в годовом выражении. Да? То есть, вот это тот сценарий стагфляции, о котором говорили экономисты. Экономика замедлилась почти до нуля, при этом инфляция высокая. Бюджетные деньги, единственное, что экономику поддерживало, быстро сокращаются. Вот здесь вопрос в этой связи очень простой. Вот эти действия администрации Трампа и какие-то подачи в сторону Путина, материализуются ли они в ближайшее время во что-то реальное? Или это останется надеждами рынка, которые очень быстро схлопнутся и рассыпятся, как замок на песке? Пока вот, судя по динамике рубля, видно, что, скорее всего, это был фальстарт. Да? Но, с другой стороны, Трамп кое-что может сделать для того, чтобы российскую экономику поддержать. Единственное, я думаю, что немногое, потому что весь массив санкций, который принят против России за агрессию в отношении Украины, он останется. Евросоюз, Швейцария, Британия, Норвегия, Япония, Канада, все эти санкции будут действовать. С Америкой Россия не особо торговала и не может. То есть, например, для нашей нефти и газа там рынка нет. Америка сама крупнейший нетоэкспортер нефти и газа, поставляет их всему миру. Да? Вот, поэтому здесь как бы вопрос такой, что, конечно, какие-то послабления от действий Трампа будут. И это вот та надежда, за которую и Путин, и российские рынки цепляются. Да. Но сказать, что вот вытащить этого такого большого утопающего слона из болота получится одним лишь каким-то ослаблением американских санкций, наверное, нельзя. Мы в ближайшее время увидим, как вот эта волна оптимизма разобьется о скалы того, что российская экономика и неэффективна, и под санкциями всех остальных демократических стран. И кроме того, вот
эта вот военная модель, она не производительная. То есть, они берут оставшиеся деньги и тратят их на то, что не дает отдачи всей остальной экономике. Вы произвели там снаряд или танк, они выпущены там, по Украине или там сожжены, и ничего дальше. Да? Вот, поэтому эта модель не создает задел на будущее, она просто проедает деньги. Так что Трамп может продлить Путину какую-то экономическую жизнь, но пока вот каких-то оснований для оптимизма по российской экономике, объективно их нет. То есть короткий ответ на вопрос, кажется ли нам, что российская экономика оздоровилась, нам кажется. Кажется, да. Хорошо, я поняла. Еще один экономический вопрос, который я хотела вам задать. На самом деле он скорее социальный, но я поверну его в экономическое русло. С начала марта в России вступили в силу законы, касающиеся мигрантов. Очень много ограничительных законов. Там реестры, режим высылки, там новые полномочия полиции, которая может их выдворять. Вчера Владимир Колокольцев, глава МВД, выступил и сказал, что в этот реестр попали 6,5% мигрантов. Понятно, что кто-то попал по ошибке, кому-то уже удалось из него выйти. Есть еще огромное количество людей, которые откажутся приезжать в Россию. Мы знаем, слышали, говорят эксперты, показывают какие-то данные статистики о том, что в России не хватает рабочих рук. Вот можете оценить, пожалуйста, что происходит с российским рынком труда и как скажется на этом вот эти вот все антимигрантские меры, насколько это выстрел себе в ногу и как это вообще влияет на российскую экономику? Плохо скажется, это признают даже официальные лица. Я давал там у себя на канале много всяких цитат российских чиновников и крупных бизнесменов. Например, Андрей Костин, глава банка ВТБ, уж куда приближеннее к Путину, сказал тут недавно на одном из форумов, что работать-то будет просто некому, и что все эти антимигрантские инициативы в нынешних условиях это просто идиотизм. То есть, они открытым текстом, очень многие говорят, что это вредно. Откуда это идет? Это является, эта антимигрантская тема является продолжением такого всевластия ФСБ в российской системе управления. То есть, эта вся антимигрантская риторика и законодательные инициативы, они идут из ФСБ. И у этого есть, на мой взгляд, несколько причин. Причина первая, что ФСБ сейчас полностью переключено на борьбу с Украиной и с теми, кого они считают агентами влияния Запада. Да? Они совершенно не хотят заниматься исламистским террористическим подпольем, что мы видели, например, в таких ужасных событиях, как теракт в Крокус-Сити-Холле год назад. То есть, просто пропустили вообще все, да, что можно. Поэтому их ответ на активизацию исламистского подполья – это просто закрыть шлюзы, да, сделать так, чтобы мигранты просто не ехали. Вторая история, что кто-то там во власти считает, что эта антимигрантская тема – это нечто, что может поддержать какие-то провластные, пропутинские политические настроения внутри страны, потому что, как и в любых других странах, напряженность по части миграции, она вызывает в обществе такое серьезное беспокойство. Это одна из тем, которые по опросам сильнее всего волнует россиян. И идея в том, чтобы кинуть людям кость. Видите, власть какая хорошая, она ограничивает мигрантов. То есть, причины в том, что ФСБ считает для себя это выгодным, чтобы они могли заниматься Украиной и борьбой с оппозицией и Западом, да, просто перекрыть шлюз и сделать так, чтобы к нам никто не ехал из исламских стран. Второе, что это можно использовать как внутриполитическую карту для поднятия путинской популярности. Проблемы рынка труда их откровенно не волнуют. Они, в общем-то, так на это отвечают, силовики, что сами разберетесь там, как говорят, повысите производительность труда. То есть, это не наше дело, это очень напоминает то, что происходит с войной, потому что война несет экономике огромный ущерб, но все объяснения, которые от власти и от Путина на эту тему идут, потерпите. Потому что нам по каким-то причинам здесь власть придержащим КГБшникам это надо, да, значит, будете терпеть.
То же самое с борьбой с миграцией. То есть, объективно, это, конечно же, сейчас максимально вредная история в нынешних условиях. Вот эта фронтальная антимигрантская кампания. Но ФСБ решила, что это нужно делать. И, в общем-то, те голоса, которые пытаются как-то призвать к разуму, их просто никто не слушает. Я напомню нашим слушателям, что вы можете помогать нам, поддерживать наш канал. В описании к этому видео сказано, как именно. Большое спасибо тем, кто отправляет. У меня высвечиваются редакционные уведомления. Я вижу, что есть люди, которые нас прямо сейчас поддерживают. Прошу присоединяться вам к их числу и смотреть в описании видео, как это можно сделать из России и из-за рубежа. У нас немного времени осталось. У меня есть 2 программных, так, условно, вопроса. Один от меня, другой от редакции. Вопрос от меня. Я в последнее время привыкла спрашивать всех наших гостей про то, что может быть с Россией после наступления, понятно, что какого-то, может быть, не близкого, далекого, гипотетического мира в плане политики, в плане социальной сферы. Вот вас хочу спросить в плане экономики. Что будет происходить с российской экономикой после окончания войны? Ну, здесь есть несколько вопросов к дальнейшим сценариям. Да? В целом, в России, конечно, в обществе и в экономике тоже есть огромный запрос на нормализацию и на оттепель. То есть, вот этот режим существования как бы в рамках военного лагеря, он никому не нравится. И мы из всей нашей истории можем вспомнить, как вот за этими жесткими периодами постоянно наступали оттепели, там и НЭП, и хрущевская оттепель, и косыгинские реформы, там, и перестройку. Да? То есть, вот как бы вывод из всех последних 100 лет нашей истории, что как только вот это вот такое концлагерное военное давление на общество ослабевает, то оно стремится к нормальности. Да? И у нас, конечно, вот это тоже будет происходить. В какой форме, там, как вы говорите, у нас мало времени, это тема для такого большого отдельного разговора. Но вот этот запрос на нормализацию, он будет очень сильным. Дальше он упирается в следующее. Вот то, что мы выяснили за последние 40 лет на длинной дистанции и за 3 года на короткой. У России нет никаких других вариантов для того, чтобы как бы жить нормально и идти по пути процветания экономического развития и прогресса, кроме как нормально, мирно сосуществовать и сближаться с Европой. Никаких других вариантов нет абсолютно. Европа – это самый близкий к нам географический рынок. 85% населения России и 85% валового регионального продукта производится в европейской части страны. И как бы Азия от нас очень далеко. Мы это сейчас видим на выросших издержках, на том, как тяжело торговать там и так далее. Да? Кроме этого, Европа была основным источником капитала, инвестиций, технологий и многого того, что поднимало нашу экономику там вот начиная с 90-х и 2000-х годов. Да. Без реконнекта с Европой мы в нормальность вернуться не сможем. Китай, Индия и другие страны, как говорят, глобального юга не заинтересованы нас спасать. Они не хотят открывать для нас рынки, к нам не идут от них инвестиции, им от нас ничего не нужно, кроме дешевого сырья со скидкой, на этом мы далеко не уедем. Поэтому за нормализацией должен обязательно встать вопрос о том, чтобы реконнектиться с Европой. Нашей, в общем-то, колыбелью нашей общей цивилизации, откуда мы тоже, в принципе, выходим. Да? Вот. А если этого не произойдет, то Россия зависнет надолго. Стремление к нормальности будет, но какого-то прогресса добиться не удастся, и мы будем превращаться в все более отсталую периферийную страну. Потому что единственная возможность для нас еще раз совершить какой-то рывок – это реконнектиться с европейским рынком, с европейскими поставщиками капитала, технологий, знаний и прочего. Да? А пока, вот еще раз, из сегодняшних событий даже Трамп не спасет. Нам нужна Европа. Америка очень далеко. Мы с ней не торговали даже особо до начала полномасштабной войны. Поэтому первый этап
будет некое движение в сторону нормализации. Дальше зависит от того, как власть будет удерживаться и навязывать обществу вот путинскую агрессивную повестку. Если продолжит навязывать, значит, мы рискнем зависнуть надолго. Да? То есть, какой-то послевоенный, да. послевоенный отскок. Да, послевоенный отскок будет. Но дальше нужно модернизировать страну, вытаскивать ее из той ямы, в которую ее загнал путинизм. Нужно выходить на траекторию. У нас с 2008 года мы не видели нормального экономического роста. Да? То есть, уже скоро 20 лет будет. Да? Мы на эту траекторию нормального развития и не выйдем, и никакой Китай нам не даст, если мы не реконнектимся с Европой. Но вот препятствием здесь является вот эта чекистская власть. Вопрос о чекистской власти, конечно, станет остро. То есть, я думаю, это как бы следующий этап – это выяснение отношений между обществом и чекистской властью, которая, скорее всего, не захочет уходить. Это отдельная такая большая тема. Вот я думаю, что ждет Россию после… Если там, допустим, на какой-то длительный период закончится или заморозится война. И еще один вопрос от редакции. Вы сказали про нормализацию, упомянули перестройку, и мне напомнили коллеги о том, что в этом году 40 лет с перестройки. Вопрос такой. Если бы вы могли тогда, например, пообщаться с Горбачевым или каким-то образом повлиять на то, как проходит эта перестройка, что бы вы изменили, что бы вы сделали по-другому? Может быть, ее вообще не нужно было? Мне тогда было 13 лет, когда перестройка началась. Я не думаю, что я мог бы Горбачеву какое-то знание дополнительное там в этом возрасте донести. Нет, но смотрите, здесь, скорее всего, вопрос в некой неизбежности исторической. То есть, в таких странах с тяжелым тоталитарным прошлым, конечно же, за попыткой либерализации и нормализации следуют такие реставрации и откаты. Вот это то, с чем Россия столкнулась. Просто у нас амплитуда всегда выше, у нас экстримы больше. То есть, если мы устроим коммунизм, то прям так, чтобы там десятки миллионов земле положить. Да? Если мы строим капитализм, то сама Тэтчер смотрит на нас, значит, так, что немножко офигевает от нашей прыти. Да? Вот. Поэтому Россию, как бы, у нее амплитуда выше, она ее немножко больше колбасит, чем другие страны на этом пути. Но понятно, что мы выяснили на вот этом эксперименте демократическом, что выходить из вот этих столетий тоталитарной ямы – это очень тяжело. Тогда, я думаю, что проблема 80-х, там было очень много иллюзий. Была иллюзия, что можно сохранить советскую систему, просто ее немножко улучшив. Вот если бы была возможность сказать это Горбачеву, я бы сказал: Миш, вот, что вы наделали? Надо было реформы начинать гораздо раньше. Причем такие достаточно кардинальные. Да? Вот. И другая была наивная вера в то, что рынок сам все расставит по местам, что этим процессом не нужно как-то серьезно управлять, а просто надо все освободить, и вот оно прорастет там, как мы видим, как в итоге проросло. Вот. Поэтому мы выяснили, это был важный исторический этап. Мы выяснили, что демократический эксперимент – это очень сложно. Что это не то, что вы проголосуете за правильного Ельцина, и все дальше станет по местам. Да? Что этим надо заниматься серьезно. Если вы заводите собаку, то за ней надо ухаживать, с ней надо гулять, там, и она сама не устроит без вас свою жизнь. Да? Вот. Поэтому мы вот это выяснили, нам этот опыт был нужен. Для следующего раза, когда России представится новый шанс для демократического эксперимента, вот этот болезненный опыт и набитые тяжелые шишки нам очень будут нужны, потому что я уверен, в следующий раз мы таких фатальных ошибок не допустим, и демократические институты выстроим правильно, и общество в этом будет активно участвовать, а не самоустраняться. Да? Вот для того, чтобы это произошло по-нормальному уже, нам нужен был вот этот первый комом и негативный опыт. Ну, вот как это не трагично получилось, но это надо уметь использовать правильно в будущем. Спасибо большое вам за этот развернутый ответ. Спасибо вообще за разговор.